На разминку приглашаются Алиса Семина, Полина Парижа, Ника Масайкина, Валерия Моисеева, Виктория Сомова, Алиса Заикина. Разрешите представить официальных лиц, оценивающих данные визы. Судейская бригада. Старший судья, судья номер 1, Елена Наумова, Москва. Судья номер 2, Татьяна Даниленко, Москва. Судья номер 3, Дарья Алихамова, Москва. Судья номер 4, Наталья Шилова, Москва. Судья номер 5, Екатерина Романова, Москва. Техническая бригада. Технический контролер Анастасия Горбачева, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Алексей Поздняков, Москва. Even almost got married, and for me I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. One taught me love, one taught me patience, one taught me pain. I'm so amazing to love till I'm lost. That's not what I see. Look what I got. Look what you taught me. Yeah, for that I say thank you.
Внимание, трансляция игры останется 1 минута. Внимание, участница, ваш разминка окончена. Просьба покинуть лед. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Алиса Семина, Лига фигурного катания.
Отлично. Где давай выбор микрофона, авто поставь. Алиса Семина по особенному программу набирает 138,7 балла. Что снимать? Да, снимай. Ну нет, ты все выключай. Для исполнения произвольной программы налет приглашается Валерия Париша, Московская академия фигурного катания на коньках. Escape from reality.
прилетает. Валидation посылку программы ГРС 146,89 балла. На данный момент это первое место. Дорогие друзья, я приветствую вас в нашей трансляции. У нас продолжается Кубок Москвы, финал. И прямо сейчас первый спортивный разряд девушек представляет свои произвольные программы. Ну, а мы движемся дальше. Ника Москайкина появляется прямо сейчас на льду. Меня зовут Лина Федорова. И давайте вместе смотреть на ученицу Артема Пунина, в заявке которой есть аксель в 3,5 оборота. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it nice. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. And then we're going to do the finish. Rough. It's the way we do. Listen to this. Now.
Завершает свое выступление Ника Маскайкина. И вообще хочется отметить следующее, да, начать с приятного. Все-таки это первая разминка, а мы уже видим аксель в 3,5 оборота, да, пусть он и не получился чисто, но зато как здорово и как быстро Ника сумела собраться и сразу же зайти на каскад тройной лут, тройной тулуп, сделав его с руками наверх, докрученным, в плюсовой зоне. Базовая стоимость этого каскада 10,10, и еще и судьи ставят надбавку в балл 20, что в сумме, как вы понимаете, приносит 11,20. Это очень и очень хорошо. Да, дальше были ошибки уже ближе ко второй половине программы, но, опять же, нужно все накатывать, контент сложный. Большая молодец Ника, что сориентировалась, у нее должен был быть каскад 3-3 во второй половине программы, но случился степ-аут с тройного луца, и она прицепила, пусть и двойной, но все-таки тулуп к Сальхову, и таким образом не оставила себя без каскада. Единственное, чего бы мне хотелось в этой программе больше увидеть, это, наверное, эмоциональной подачи, потому что музыка красивая, композицию исполняла Тина Тернер, и вот хочется, наверное, какой-то больше вовлеченности от спортсменки. Но в любом случае это было очень неплохо. 155,66 оценка Ники Маскайкиной, ну а мы движемся дальше. Валерия Моисеева, которая тренируется под руководством Сергея Давыдова, и сейчас прозвучат такие одни из самых ключевых композиций Хачатуряна, без элементов ультра-си, тройной Сальхов, тройной флип, тройной Ридбергер и каскады уже во второй половине программы.
Мне понравилось выступление Валерии, признаться честно. Это было на скорости, это было динамично, чуть тихо для тех, кто на арене, например, находится, как по мне, играло музыкальное сопровождение, но никак, честно признаться, меня это особо не выбивало из картинки постановки. Всегда выигрышная музыка. Понятно, что, наверное, когда ты выступаешь по юниорам, трудно вникнуть в всю величественность произведения и как-то ретранслировать это на лед, но в любом случае эта программа же накатывается и не раз, и не два, и не три, поэтому от девчонок хочется какой-то вот больше эмоций. Уже второе выступление подряд я об этом говорю, видно, как все переживают, нервничают, но в целом-то у Валерии Моисеевой прокат получился очень неплохо. Поменяла немножко расстановку она своих элементов прыжковых в начале программы. Начала с тройного Ридбергера, а не с тройного Сальхова, затем исполнила тройной флип, а вот на Сальхове была небольшая помарочка в виде степ-аута. Судьи минусуют, но минусуют не сильно, кстати, всего 57 сотых сняли, меньше балла. Но вот проблема в другом. И заключается она в неясном ребре на тройном флипе, причем аж дважды, как в сольном исполнении, так и в секвенции с двумя акселями в 2,5 оборота. Вот, наверное, над чем нужно поработать, что исправить, потому что мы знаем, что такие ошибки, они очень часто влезают в самый неподходящий момент, и что самое неприятное, трудно себя отучить потом от этого. Владимир, Сила в своей программе набирает 159,20 балла. На данный момент это первое место. Тем не менее, Валерия обходит всех предыдущих участниц и выходит на текущую первую строчку. Виктория Сомова. Московская академия фигурно-катания Майнкарт. Движемся дальше на льду Виктория Сомова, которая тренируется под руководством Владислава Булычева. У Виктории в заявке четверной тулуп.
Да, мы не увидели четверного тулупа, но явно контент был переиначен не по ходу программы, а все-таки заблаговременно. Я, к сожалению, не видела, как проходила 6-минутная разминка. Может быть, там что-то не шло, а может быть, уже решили заранее перестраховаться ученицы со своим тренерским штабом для того, чтобы сделать ставку на чистоту исполнения всего контента. И мне кажется, что не прогадали. Начала Виктория свою программу с чистейшего тройного флипа на большой скорости, как по мне, заслуживающего даже больших надбавок. Но вот, к сожалению, сейчас на заключительном прыжке тройном Ридбергере судьи находят небольшой недокрут, ставят галочку. Ну да, наверное, я здесь больше согласна, чем не согласна. Вообще хорошая музыка, мне кажется, очень удачная для самой спортсменки Ивановой. Версия щелкунчиков современной обработки, которая, особенно со второй половины программы, начала уже так по-хорошему подгонять Вику для того, чтобы она не теряла скорость, заходила все свои прыжки точно так же, как и в начале программы, пусть и на, видимо, усталости. Но за прыжки боролась, и вообще за все элементы сегодня. Хочется ей за это отдать Виктория должное. Соколова по особенному программу набирает 160,95 балла. На данный момент первое место. Ну вот, пожалуйста, 160-95, и у нас новый Для лидер. исполнения произвольной программы приглашается Алиса Зинкина, шор имени Жука. Алиса Заикина, которая тренируется у Сергея Давыдова и заявляет 2 четверных прыжка, четверной сальхов и четверной тулуп. Даже не 2, друзья, а 3. Пятым элементом будет еще и четверной тулуп, Ойлер, тройной сальхов. Ну, посмотрим, насколько это реалистичным окажется сегодня. Хотелось бы, конечно, увидеть хотя бы попытку такого контента. Это было бы очень круто.
Алиса Заикина, которая зашла аж на 4 четверных прыжка в своей программе. И 3 из них сделала чистейшим образом. Какая молодец. Причем заходила в эти прыжки вообще без какого-либо страха, на такой большой скорости. Так здорово подтягивалась в воздухе, прям отличный прыжок. Видно, что это не просто, знаете, на скорую руку выученный элемент, и поскорее бы его уже в программу вставить. Очень технично. Обидно за четверной тулуп, потому что мне кажется, что вот чуть-чуть бы там додержать группировку, и был бы выезд. Не самым лучшим образом просто летела в воздухе, раскрылась рановато, и мне кажется, ее вывалило из прыжка. Ну а так, просто здорово. Четверной сальхов с отличной надбавкой. Четверной флип, да, там неясное ребро. Но в любом случае, друзья, третьим прыжковым элементом сделать четверной флип, это достойно. И, конечно же, пятым элементом четверной тулуп или тройной сальхов. Браво. Еще уже в бонусной зоне этот прыжок. Получила дополнительные баллы за исполненный элемент. Молодец. Просто молодец. Сразу возникает, да, как будто вопрос, как же Алиса Заикина оказалась на 13-й строчке по итогам короткой программы. Ну, хочется пожелать ей спортсменке стабильности, потому что имеет такой талант и такую прыгучесть. Этим нужно пользоваться. 184,26 балла. На данный момент это первое место. 184,26. Очень приличный задел. Ну а у нас Заключающий следующая разминка уже появляется на на льду. разминку приглашены Ангелина Николаева, Арина Герцог, Полина Павликова, Анна Тараканова, Аня Сабира, Ксения Савичук. Следующая разминка уже на льду, и в ней представлены спортсменки Ангелина Николаева. Тренируется она под руководством Алексея Василевского. Арина Герцог тренируется у Софьи Федченко. Я думаю, что Софью Федченко в первую очередь мы с вами знаем как тренера Алины Горбачевой. Полина Павликова также тренируется у Софьи Федченко. Анна Тараканова у Артема Бунина, Алиса Эрн, Георгий Кузьмирюк и Ксения Степничук, ученица Татьяны Моисеевой. Давайте пройдемся по контенту, по заявкам. Вообще, конечно, очень приятно для спортсменов, которые здесь выступают на протяжении всех дней. Сегодня уже заключительный день финала Кубка Москвы. Спасибо всем спортсменам, которые радовали прокатами. Смотрите, настолько разные, настолько талантливые, способные. Просто любо-дорого смотреть. Так вот, у Ангелины в заявке аксель 3,5 оборота, тройной луч, тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, ну и так далее. То есть в целом мы понимаем, что в бонусной зоне особо ничего сложного не расположено, разве что тройной флип, двойной тулуп, но это пока. У Арины Герцог тройной флип, тройной тулуп, тройной луч, двойной тулуп, тройной ридбергер. И уже во второй половине программы тройной луч, двойной аксель. У Полины Павликовой, ученицы, которая сказала Софья Федченко, и которая будет выступать под композицию из фильма «Список Шиндлера». Каскад 3-2, флип-тулуп, тройной флип, тройной ридбергер. Это все в сольном исполнении. Затем тройной луч, тройной тулуп, тройной луч, двойной аксель. То есть вот мы видим, что уже каскады уходят в бонусную зону. У Анны Таракановой каскады в начале, тройной флип, двойной тулуп, тройной флип, тройной тулуп. И затем во второй половине уже тройной луч, двойной аксель, тройной луч и тройной ридбергер. У Алисы Эрн, вот тут, конечно, уже тоже все серьезно. Четверной тулуп, двойной тулуп, дверной тулуп соло, тройной сальто, тройной флип и опять же каскады. Мало того, что у человека заявки сложнее элементы интросита, так еще и каскады в бонусной зоне, то есть во второй половине программы. Тройной луч, тройной тулуп, восьмым элементом и девятым тройной луч, двойной аксель. Ну и что до Ксении Степничук, воспитанницы Татьяны Моисеевой, у нее каскад 3-3,
лук-тулуп, затем тройной ридбергер, тройной клип, двойной тулуп, тройной лук, двойной аксель, тройной клип. Вот так. Очень серьезная заявка у девушек. Не менее интересные программы. Вот так сейчас наблюдая за 6-минутной разминкой, я вижу, что в целом по костюмам, не зная музыкального сопровождения, практически сразу и практически у каждой можно идентифицировать ту музыку, под которую они будут кататься. Особенно, конечно, в глаза бросается костюм Полины Павликовой, которая будет кататься, вот, как я уже сказала, список Шиндлера. Ну, тут прям, знаете, сразу Юлия Лепницкая вспоминается, потому что и дизайн костюма, и даже прическа, с которой выступала Юля, если она нас слышит, большой привет и передаем, вот все до мелочей передано уже в лице другого человека. Насколько это плохо или хорошо, я не знаю. Наверное, неплохо. Все-таки это такая культовая, ключевая постановка была, и я знаю, что очень большое количество людей, с кем бы я ни общалась, которые связаны с фигурным катанием, или даже просто включали телевизор для того, чтобы посмотреть фигурное катание именно на Олимпийских играх в Сочи, поголовно вспоминают именно вот цитату девочку в красном платье, то бишь Юлю, которая, конечно, огромному количеству людей, наверное, той самой постановкой не просто запомнилась, а полюбилась на всю жизнь. Как бы это громко не звучало. Оставляйте, друзья, свои комментарии в нашей группе во ВКонтакте. Очень хочется почитать. Вообще пишите, как звук, все ли хорошо слышно, видно, чтобы, если что, мы в режиме реального времени что-то настроили. Четверные разминаются без остановки, я вам так скажу. Причем у половины успешно. Так что, надеюсь, в прокате мы это тоже увидим. Я говорила о том, что есть большое отличие короткой программы от произвольной. Да, в короткой 3 прыжка нужно отпрыгнуть, в произвольной гораздо больше. Ну и плюс ко всему, во второй соревновательный день ты пытаешься как можно рациональнее и правильнее распределить свои силы для того, чтобы тебе их хватило до конца программы, а не так, чтобы вложиться исключительно в четверные прыжки и больше ничего не делать. Разминка подошла к концу, это значит, что на льду остается лишь одна спортсменка, и это Ангелина Пеньковая. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Ангелина Пеньковая, сет-поинт. Sidika
очень способная девочка. Вот, наверное, первое, что бы мне хотелось в контексте Ангелины сказать. Способная в плане изучения большого количества элементов. Почему-то мне так кажется. Очень хорошо, очень здорово вкручивается в прыжки. Очень хорошая крутка и положение вообще корпуса, группировки ног в воздухе. Да, не получился тройной аксель. Была попытка, но эта попытка прям совсем сегодня не увенчалась успехом. Но, опять же, мне кажется, что она владеет этим прыжком. Либо перенервничала, либо неудачно зашла. Аксель это вообще коварный прыжок, прыгается с хода вперед. Очень неудобный. Может быть, чуть поторопилась. Не знаю. В общем, мне кажется, что тройной аксель там в наличии есть. Просто не получилось сегодня. Затем тройной луз, тройной луз ставят Q, но, честно говоря, я даже не знаю, по какой причине. Мне показалось, что там был серьезный недокрут. И восклицательные знаки на секвенции тройной флип, двойной аксель и на каскаде тройной флип, двойной луп, что означает пересмотр, то есть неясное ребро. Интересно. Ну вот сколько, да, уже девочек выступило, и очень часто мы обращаем на это внимание. С чем это связано, не знаю. Может быть, с замысловатостью заходов на прыжки. Все-таки все пытаются быть креативными, делать какие-то перетяжки, выкрюки. Возможно, именно это и сбивает спортсменов. Но программа хорошая, на большой скорости. Ангелина каталась от первой до последней секунды. Такая музыка, да, Wakanda Forever, Feeling, Черная Пантера. Мне кажется, что очень часто люди берут это музыкальное сопровождение, причем во всех видах фигурного катания, не только в одиночном. И вот сейчас с такими милыми ушками сидит Ангелина в зоне Kiss and Cry. Это прекрасно. И ждет своих оценок. Ангелина Маковая способна программной вероятность 164,29 балла. На данный момент это второе место. Уступает она Алисе Заикиной, уступает как будто и понятно по какой причине. Все-таки контент Алисы по умолчанию был сильнее и был сделан чуть-чуть почище. Ну а мы движемся дальше, потому что на льду уже Арина Герцог, тренирующаяся под руководством Софьи Федченко.
очень приятное впечатление оставляет от своего проката ученица Софьи Федченко, Арина Герцог. Ну, еще и такие культовые композиции Патрисии Касс сегодня прозвучали. В целом выступление неплохое, да, были помарочки. Одна из самых серьезных ошибок — это, конечно, падение с тройного луца, причем еще так очень неприятно. Мне кажется, что вот на фазе вылета было понятно, что скрутить там 3 оборота не получится, вот как раз нам сейчас показали повтор. Но какая молодец, что сразу же собралась и в целом докатала свою программу достойно. Судьи находят небольшой недокрут на первом каскаде, тройной флип, тройной тулуп, а так все остальное с неплохими надбавками. Ну, понятное дело, что за тройной ридбергер поставить хороший мало сложно, все-таки там степ-аут. Но все остальное, и что самое важное, все вращения были исполнены на 4-й уровень. Ну, мы знаем, что в этой группе умеют учить спортсменок не только прыжковым элементам и технике исполнения, но и, конечно, за второстепенными элементами следят. Это важно, это важно. Ну вот сейчас, вновь обращаясь к судейским оценкам, ставят восклицательный знак арбитры на секвенции тройной флип, двойной аксель. Опять же, да, вот уже какая спортсменка подряд получает неясное ребро на своих зубцовых прыжках. И на тройном сальховой Q, который был уже исполнен под занавес программы. Очень жаль, потому что техническая оценка, конечно, сейчас упадет сильно. Много ошибок, которые все-таки не удается скрыть от глаз пытливых судей. Ничто мимо них не пройдет. Понимаем. Арина Герцог по сумме программ набирает 155,27 балла. На данный момент это 6-е место. 155,27 за произведение. По сумме набирает эта спортсменка. Ну а мы движемся дальше. На льду еще одна ученица того же тренерского штаба, Полина Павликова. И как раз-таки тот самый список Шиндлера, о котором мы сказали еще во время 6-минутной разминки.
такая прям, знаете, полноценная постановка, мини-спектакль на льду случился. И говорим большое спасибо Полине за это. Видно, что расстроена, конечно, сейчас спортсменка. Не все задуманное получилось. Мы знаем, как болезненно реагируют фигуристы, фигуристки на падение, а тут их было целых два. Но в любом случае не расстраиваться, потому что интерпретация и презентация программы уже в таком возрасте, тем более под такую сложную тему, это важно. И если не просто сама спортсменка, но и ее тренерский штаб верят в то, что она может это показать на льду, значит, что-то в Полине Павликовой есть. И спасибо ей большое за то, как она в целом, на мой взгляд, удачно продемонстрировала такую тяжелую музыку и перенесла ее на лед, как список Шиндлера. Очень непростая история, еще раз, тем более она ассоциируется, причем имея прямую ассоциацию с нашей большой спортсменкой. Ну, молодец. Молодцы, что рискуют, пробуют. Это своего рода тоже вызов. Что до оценок, к сожалению, опять же, находят неясное ребро на тройном флипе, тройном тулупе, на тройном флипе в сольном исполнении, 2 аж галочки на тройном ридбергере, который как раз-таки случился с падением, но это не удивительно. Ну и тройной луц, к сожалению, тоже от базовой стоимости очень много снижается, даже несмотря на то, что он ушел уже в бонусную зону, вторую половину программы. К сожалению, это никак не спасает положение Полины. Но то, что было сделано хорошо. Полина Павликова особенно в программе набирает 166,18 балла. На данный момент это второе место. 166,18 и вторая строчка на текущий момент. Алиса Зайкина по-прежнему первая. Произвольной программы на лед приглашается Анна Тараканова, Московская академия фигурного катания на коньках. Анна Тараканова, которая тренируется под руководством главного тренера Артема Пунина, но выводится сегодня Антоном Шибневым. Я думаю, что многие из вас его прекрасно знают, помнят. Очень довольно долгого времени тренирует он, тренирует большое
Очень нежное, лиричное выступление продемонстрировала Анна Тараканова, и я бы хотела отметить огромную скорость, с которой она буквально летала из одного угла арены в другой. Это очень сильно подкупает, я думаю, арбитров тоже, потому что когда спортсмен без страха входит в каждый элемент, это здорово. Это значит, что он мастерски владеет. Это важно. Это очень важно. Да, не получился стартовый каскад слепо, но я думаю, хорошие опытные фигуристки все же лучше, потому что он мало того, что в каскаде с двумя акселями во второй половине программы, с секвенцией точнее, так еще и в исполнении получился очень здорово. Прям вообще без каких-либо вопросов, с огромными надбавками, молодец. Ну вот, кстати, что касается каскада 3-3 флип-тулуп, который пусть и был сделан, но с небольшой помарочкой, мне тоже показалось сразу, что там будет недокрут. И судьи согласны. Ставят галочку сейчас. Ничего, в любом случае, это было очень неплохо. Очень неплохо. Остается еще две спортсменки в этой разминке. И вот сейчас Алиса Эрон, которая тренируется под руководством Георгия Пахилюка, разминает четверные прыжки. Я напомню, у нее в заявке аж 2 в каскаде с двойным туловищем и четверной лонсольностью. Идет, скажем. Ничего не значит. Знаем мы такое большое количество спортсменов, которые всегда заходят на эти элементы ультрасиль непосредственно перед выступлением, с ними борются, никто не идет, а потом в прокате собираются. Основной программы играет 174,6 балла. На данный момент второе место. 174,61, очень приличные оценки. Да, она не обходит Алису Заикину, но, возможно, именно эта спортсменка при чистом исполнении своего проката сумеет побороться с текущим лидером.
Алисы, и тяжело собираться после таких падений, еще и с элементов ультра-си. Было видно, что вот и во время шестиминутки именно этим прыжкам отдавалось большее предпочтение, и вот все никак не шло уже во время раскатки непосредственно перед выступлением. Лично мне показалось, что она прям перестояла на заходе, как на один прыжок, так и на второй. Очень долгая и длинная первая дуга, не менее длинная вторая. Все-таки вот чуть-чуть быстрее в темп этого прыжка пойти, и, возможно, бы получилось. Ну, конечно, обидно, что самые дорогие, по сути, элементы в прокате не увенчались успехом, не были исполнены, но зато молодец, потом зашла, собралась, сразу отпрыгала все свои остальные элементы, да, судья опять же ставит неясное ребро на каскаде 3-3 во второй половине программы флип-ту-луп. Ну и пока больше ничто особо вопросов не вызывает. Ну вот, единственная, конечно, важная ошибка, которая заключается в том, что каскад в самом начале программы должен был быть исполнен 4-2, а из-за того, что с первого прыжка было падение, со второго, то есть и туда не получилось прицепить двойной тулуп, второй четверной ушел на репит, то есть на повтор. Ну и вот сейчас судьи даже ставят галочку на первом кваде, что означает недокрут. Да, много, конечно, сразу урезается, и весь резон, знаете, в элементах ультра-си теряется, но при этом я безумно рада видеть спортсменок, еще юных спортсменок, которые рискуют, которые вставляют не один, а целых два, а то и три, а то и четыре четверных прыжка. Это, конечно, сумасшествие, и я вот сижу и думаю, в какой момент, да, это стало нормой, обыденностью, что все почти начали разучивать, и половина из них владеть элементами ультра-си. Это здорово. Просто здорово. Вообще появилась новость же вчера, друзья, о том, что ISU рассматривает возвращение наших юниоров, представителей сборной России, Беларуси на международную арену. Я очень надеюсь, что это действительно так, и наши юные дарования, как они, так и их увидят те, кто должны на этапах международной серии Гран-при, различных международных соревнований в принципе. Очень надеемся и верим. Ну, а я напоминаю, что мы смотрим с вами финал Кубка Москвы. Меня зовут Лина Федорова. Обращайтесь в чат, пишите нам. Интересно почитать ваше мнение, ваши комментарии. Что вы думаете по поводу того или иного проката? Допуска, недопуска? Верите, не верите в эту историю? Да, мы ждем оценки. По сути, эта программа набирает 104,79 балла. На данный момент это пятое место. Для исполнения производной программы приглашается Ксения Стадничук, Московская академия фигурного катания на коньках. Заключительный стартовый достался Ксении Стадничук, которая представляет Московскую академию фигурного катания на коньках, ученица Татьяны Моисеевой и ее прокат произвольной программы.
Отличное завершение, я считаю, очередной разминки. Спасибо большое Ксении за такой динамичный прокат. Ну и Ксюша нас всех обманула и не заявила, точнее не написала в своей заявке о четверном прыжке. В итоге сделала четверной сальхов. Мне интересно, найдут судьи там небольшой недокрутик или нет. Пока еще не поставили. Вроде как все чисто и все в плюсовой зоне. Но в любом случае это было на скорости. Да, ставят. Даже 2 галочки ставят арбитры. Но все равно молодец. Очень приятное послевкусие от этого проката. На скорости, с эмоцией. Она даже нам тут подмигивала, улыбалась. В общем, все это было. Спасибо большое. Осталось дождаться оценок и удалиться на небольшой перерыв на подготовку льда. Но у нас впереди еще много выступлений. Мы сегодня тут до вечера, так что обязательно все смотрите. Ни в коем случае не уходите от нас. А так все остальное, да, без каких-либо нареканий. Каскад 3-3, все в бонусах. Браво. 182 ровно, да, она не обходит нашего текущего лидера, но зато как близко подбирается к ней, с чем мы Ксюшу и поздравляем. 15 минут перерыва и возвращаемся снова. Никуда не уходите.
пошел дождь. Продолжаем наше соревнование. Разрешена разминка третьей группе участников. На разминку приглашаются Полина Мартыненко, Анастасия Святакова, Алиса Чистякова, Софья Ванина, Анна Докукина, Екатерина Кожевникова. Продолжаем наблюдать за мной смотрящих на канал КамАЗ. И интересные соревнования, очень интересная разминка, которую мы прямо сейчас начнем. В ней представлено вновь 6 девушек. Полина Мартыненко отменяет разминку, Слава Булычева, следом за ним Анастасия Станкова, ученица Романа Юрьевна Алфимовой. Под третьим стартовым номером Алиса Чистякова, ученица Алексея Моторина. Софья Ванина следом, тренируется она в штабе Евгения Плющенко. Алиса Собина, тренируется в Муленном заводе, и закрывать разминку будет Полина Валерьевна. Большое изменение у нас в списке. После Софьи Вагиной выступят Анна Докукина и Екатерина Корчажникова. Вот, пожалуйста, Анна Докукина мы видели с вами, ну, я, по крайней мере, надеюсь, вы тоже, на турнире «Битва школ». Очень сильная девочка. Интересно посмотреть на нее уже здесь, в финале Гран-при. Да, в финале Гран-при, говорю, в финале Кубка Москвы. Простите, это профдеформация. Как и на всех остальных, потому что контент сложный, контент серьезный, и здорово, что такие специалисты работают с подрастающим поколением. Это все люди, обученные очень хорошей технике исполнения, в первую очередь, прыжковых элементов, да и всех остальных в том числе. Дима Михайлов сейчас вижу за бортиком, приехал он от штаба Евгения Плющенко. Вот. И все те спортсмены, с которыми мы раньше ездили на соревнования, теперь находятся уже на тренерском помосте и воспитывают молодое поколение, которое штурмует буквально каждую арену, влюбляет в себя большое количество зрителей уже в юном возрасте. Ну и, конечно, без россыпи четверных прыжков не обойдется. Выше бортика буквально прыгают абсолютно все. Практически каждая заходит на четверные прыжки. У кого-то это тулуп, у кого-то Сальхов. Вот и посмотрим,
как справиться со своим контентом каждая из девушек. Полина Мартыненко, например, заявляет тройной аксель в свою программу, затем каскад тройной Ридбергер, тройной тулуп, тройной флип, и остальные каскады уже во второй половине программы будут исполнены. Тройной лутс, тройной тулуп и тройной лутс, двойной аксель секвенция. У Анастасии Шестаковой тройной Ридбергер, тройной флип, тройной сальхов, все сольные прыжки в первой половине, во второй уже каскады 3-3, лутс тулуп, тройной флип, двойной аксель и тройной лутс, двойной тулуп. Осталось одна минута. Мы благодарим генерального партнера Федерации фигурного катания на коньках Москвы компанию «Осень» за поддержку и вклад в развитие фигурного катания в столице. Алиса Чистякова, ученица Алексея Моторина, начнет свой прокат программы с тройного Ридбергера, тройного флипа, тройного сальхова и тоже уводит все сложнейшие элементы во вторую часть своей программы. Тройной лутс, тройной тулуп, тройной лутс, двойной аксель и тройной Ридбергер, двойной тулуп. У Софьи Вагиной тройной сальхов, тройной лутс, тройной тулуп, тройной лутс, двойной тулуп уже во второй части программы, тройной флип, двойной аксель и тройной флип. Что до остальных спортсменок, уже будем узнавать в прокате, но от того и интереснее будет. Внимание, разминка окончена. Просьба покинуть лед. Так что давайте уже дождемся выхода на лед первой спортсменки в категории первый спортивный разряд. Продолжаем наблюдать за происходящим в Ледовом дворце «Мечта». Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Полина Мартыненко, Московская академия фигурного катания на коньках.
Ну, очень неплохой прокат, на самом деле, продемонстрировала нам Полина Мартыненко. Да, не было акселя в 3,5 оборота, хотя в заявке он был прописан, но решили начать с тройного флипа, затем исполнить каскад тройной Ридбергер, двойной тулуп. Ну и дальше уже все пошло по заявленному контенту. Тройной флип опять судьи отправляют на пересмотр, ставят восклицательный знак. Видимо, сегодня нас это будет преследовать на протяжении долгого времени, но то, зачем хочется, наверное, уже последить и от этого избавиться, потому что как часто мы на взрослой арене делаем на этом акцент, но в плане музыкальности, в плане интерпретации композиции все было очень достойно исполнено, и вот, пожалуйста, результат не заставил себя долго ждать. Она обходит Алису Заикину, и у нас наконец-то меняется текущий лидер. Ну а сейчас Анастасия Шестакова, представляющая Академию фигурного катания Ангелы Плющенко.
Видно, конечно, что расстроена сама спортсменка из-за досадных ошибок, ряда досадных ошибок, которые были допущены в программе, но хочу отметить очень большую скорость, очень хорошие вращения, скоростные, динамичные. Большая редкость, не так часто я за сегодня это отмечала. Молодец, слышит музыку, здорово под нее катается. Аве Мария такая уже популярная, да, великая, наверное, увековеченная композиция, которую часто спортсмены выбирают для своих программ. И кажется, да, ну что ж там нового можно еще придумать. Ну вот здорово, что сейчас, надевая чехлы на свои коньки, все-таки увидели мы улыбку на лице фигуристки. Боролась за каждый элемент. Опять же, повторюсь, был ряд очень досадных ошибок, особенно это касается секвенции тройной флип, двойной аксель. Флип получился здорово и уже начала заходить на следующий прыжковый элемент, но зацепилась зубцом за лед и не смогла вытолкнуться в аксель в 2,5 оборота. Жаль. Это, конечно, такая, я думаю, единичная ошибка, единичный случай. Так что ни в коем случае Насте не расстраиваться, она большая молодец. Что до оценок судей, опять же, восклицательный знак на тройном флипе, который шел вторым прыжковым элементом в произвольной программе. Но он был со сложного захода, с красивым и сложным выходом из прыжка, что немаловажно. То есть, еще раз, да, когда человек делает сложный выход в виде выкрюка, скобы, какой-то сложной перетяжки или затяжки ноги, это говорит о том, что человек владеет этим элементом мастерски. Это здорово. Школа фигурного катания Алексея Моторина. Алиса Чистякова, тренирующаяся у Алексея Моторина, продемонстрирует нам свою произвольную программу под композицию Ludovico Einaudi Experience, что в переводе с английского означает «опыт».
Ой, молодец какая Алиса Чистякова, просто отличное выступление. Я поздравляю как саму спортсменку, так и тренера. Просто потрясающий прокат. Четверной сальхов третьим прыжковым элементом, чистейше исполненный. Вообще, конечно, хочется отметить вот этот природный толчок и высоту каждого прыжка. Как здорово она начала набирать со смены музыки скорость. Все это было так музыкально, так в темп. Класс. Отличный прокат, еще раз повторюсь. Спасибо большое Алисе за эту борьбу, с которой она абсолютно точно справилась. И видно, что спортсменке нравится то, чем она занимается. Она получает от этого истинное удовольствие. И есть в ней вот эта главная черта характера, наверное, каждого спортсмена. Стойкость, умение собраться в нужный момент. Еще раз, очень хорошо физически готова, потому что скорость не сбавлялась на протяжении всего проката. Я говорю, вот прыжки с огромным запасом. Нам сейчас показывают повтор каскада 3-3, который уже был во второй половине программы, а сделан был так, как будто она с него свою программу начинала. Класс. И это, еще раз повторюсь, при наличии у человека четверного прыжка. Интересно, конечно, да, мы привыкли к тому, что вот квады ставят в начале программы, с них, как правило, свою постановку начинают. Но вот юниорки, да, девушки, они прям все стереотипы ломают и доказывают, что если ты этим элементом хорошо владеешь, то вообще не важно, где он стоит. Хоть первым, хоть третьим, хоть четвертым, делай себе и делай. Все в плюсовой зоне. Отличное выступление. Алиса Чистякова особенно в программе набирает 196,19 балла. На данный момент занимает первое место. Ну и мы поздравляем Алису Чистякову с заслуженными баллами и текущим первым местом. Подбираемся мы так потихонечку к отметке в 200 баллов. Ну а сейчас на льду Софья Вагина. Знаю эту девочку, тренировалась она до Евгения Плющенко в группе у Натальи Владимировны Марьянски на катке «Снегирь». Посмотрим, что она сейчас покажет.
Умница, умница, отличный прокат от Софии. Третье место по итогам короткой она занимала, и мне кажется, что абсолютно точно своего не отдала. Ну, вообще, вот для меня дилемма, конечно. Вот я помню Софию еще, наверное, года 2-3 назад. Совсем другой человек прямо сейчас на льду. Вот тогда из той маленькой скромной девочки, которая там какие-то прыжочки учила, вроде что-то делала, она превратилась в такую боевую, скоростную, артистичную, харизматичную девчонку, которая так здорово интерпретировала сегодня свою программу. Дима Михайлов, конечно, очень переживал, прям подбадривал ее как только мог. Даже что-то там, когда она мимо бортика проезжала, где он стоял, говорил ей, то ли набирай скорость, то ли еще что-то. Ну, в общем, мне кажется, что все это сработало. Большая молодец, Софья. Очень серьезный прогресс, и он заметен, и видно, что работают там над всем, чем только можно, и над сложными позициями во вращениях, а не только над прыжками. Да, есть небольшой недокрутик на каскаде, 3-3 луп-ту-луп на втором прыжковом элементе, но снимают меньше балла, поэтому в целом очень достойный прокат. Я уверена, что Софья не без мандража выходила сегодня на лед. Конечно, у нее сложная заявка. Да, пока нет элементов ультра-Си, но ничего. Я думаю, что тройной Сальхов не просто так стоит первым элементом в программе и прыгается с таким запасом по высоте. Так что, думаю, совсем скоро мы увидим уже и прыжки в 4 оборота от этой спортсменки. Круто. Одним словом, круто. Я в восторге. Да, молодец. Как быстро растут чужие дети, хочется сказать мне. Софья Фомина по особенному фрагменту набирает 184,30 балла. На данный момент спортсменка занимает третье место. Для исполнения Ну ничего страшного, Софья пусть не расстраивается. Да, не намного она, конечно, уступает промежуточной третьей строчке, но впереди еще 2 выступления в этой категории, мы это держим в голове. И на очереди Анна Докукина, которая катается под музыку из сериала «Игра престолов».
Даже несмотря на падение, отличный прокат от Анны Докукиной. Еще раз повторяю, эта девушка я видела на битве школ, уже тогда к ней присмотрелась, приглянулась мне ее произвольная как раз-таки программа. И вот казалось бы, да, уже сколько можно брать музыку из «Игры престолов», но при этом здесь она сегодня прозвучала в компоновке с такой современной обработкой, да, в стиле дабстеп даже, наверное. И заиграла это по-новому. Вот лично для меня. Думаю, вам тоже понравилось. Обидно за четверной тулуп, конечно, в самом начале программы так прям много было ему внимания уделено на разминке, на раскатке. Ну вот, к сожалению, как мне показалось, прям вот чуть-чуть не хватило. Чуть быстрее бы туда на правую ногу в воздухе перейти, и все было бы отлично. Да. Ну, вообще, очень техничные прыжки. Анна Докукина по сумме программы набирает 193,34 балла. На данный момент занимает второе место. Ну вот, пожалуйста, Анна Докукина уже совершенно точно гарантирует себе место на Исполнение подиуме. У нас производит остается программа заключительный «Юрия стартовый номер. Кашникова», Московская академия фигурного катания на коньках. Лидер по итогам короткой программы Екатерина Корчажникова, вновь ученица Сергея Дудакова, как и Анна Докукина, кстати говоря. Ну и сейчас композиция Максима Родригеса, и в заявке аж 3 четверных прыжка.
Ну вот что значит томительное ожидание и лидерство после короткой программы. Я думаю, что, конечно, Екатерина перенервничала, и заявка была сложная, и она это понимала. Но вот прямо сейчас тут прилетел милейший корги на лед для спортсменки. Она так скромно сказала спасибо и поехала дальше. Все-таки, когда ты понимаешь, что у тебя в заявке 3 четверных прыжка, я думаю, что это морально все-таки давит на спортсмена, еще на юного спортсмена. Но большая молодец, что даже после таких падений собралась, не просто собралась, а сделала еще и каскад 4-3, еще и с руками наверх. Молодец. Ну, интересно даже, что сейчас будет в плане оценок, потому что на Сальх Абдуллу в 4-3 ставят Q на, я думаю, втором прыжке. Был недокрут. У меня вызвал вопрос каскад Луцтулуп во второй половине 3-3. Пока все в плюсовой зоне, не ставят арбитры, но я думаю, что на пересмотр этот каскад должен уйти. Даже интересно. Ну, тройка поменялась. Интрига жива. Я напомню, что Алиса Чистякова первая, Анна Докукина вторая, Полина Мартыненко пока что на третьей строчке. Но я думаю, что Екатерина куда-то сейчас, ну, точно вклинится. Екатерина Кожевникова, спортсменка программы «Стадион статуса золота», Светлана Павлова, итогом соревнований участниками третьего места. Ну вот, пожалуйста, Екатерина занимает третью строчку. Мы поздравляем всех спортсменок. Алиса Чистякова, Анна Докукина, Екатерина Корчажникова. Вот таким топ-3 у нас получился. А совсем скоро мы продолжим и перейдем уже к разряду КМС юниорок произвольной программы.
Разрешена разминка кандидатов в мастера спорта юниорки произвольная программа. На разминку приглашены Анастасия Шарушкина, Варвара Кравчина, Мария Корякова, Яна Иванова, Мария Галушкина. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наблюдать за происходящим на Кубке Москвы. Это финал, и у нас разряд кандидат в мастера спорта, юниорки. И в этой разминке представлены Анастасия Шарушкина. Но сперва послушаем официальных лиц. Старший судья, судья номер 1, Елена Наумова, Москва. Судья номер 2, Татьяна Даниленко, Москва. Судья номер 3, Наталья Шилова, Москва. Судья номер 4, Александра Фишер, Ставропольский край. Судья номер 5, Вера Лапкина, Москва. Техническая бригада, технический контролер Дарья Альхамова, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Алексей Поздняков, Москва. Продолжаем. И говорим о тех, кто находится в этой разминке. Анастасия Шарушкина тренируется под руководством Антона Шибнева. Она будет открывать эту разминку. Следом выступит Варвара Кравчина, ученица Сергея Давыдова. Майя Корякова, ученица Екатерины Моисеевой, выступит под 3-м стартовым номером. Яна Иванова, ученица Алексея Василевского, следом. И закрывать первую разминку будет Мария Галушкина, ученица теперь уже Полины Коробейниковой. Посмотрим на заявленный контент. У Анастасии тройной флип, затем двойной аксель, тройной сальхов, тройной ридбергер, двойной тулуп и остальные каскады, а именно тройной луз, тройной тулуп и тройной луз, двойной аксель секвенция во второй половине. У Варвары Кравчиной тройной луз, тройной тулуп, именно с этого каскада она начнет свою произвольную, затем тройной сальхов, тройной флип и во второй части тройной луз, двойной аксель, двойной тулуп, тройной ридбергер, двойной тулуп. У Майи Коряковой двойной аксель, затем тройной флип, затем каскад тройной ридбергер, двойной тулуп. И во второй половине программы луз тулуп 3-3, ну и вновь секвенция с двумя акселями в 2,5 оборота, но с тройным ридбергером. Яна Иванова заявляет тройной луз, тройной тулуп, двойной аксель в сольном исполнении. И во второй части программы уже все остальные прыжки. Тройной луз, двойной аксель, двойной тулуп, тройной флип, двойной тулуп, тройной флип. У Марии Галушкиной тройной флип, затем двойной аксель, тройной ридбергер, двойной тулуп, тройной сальхов, тройной луз, тройной тулуп и тройной ридбергер, двойной аксель, двойной тулуп. Тут уже, конечно, больше лично я свое внимание буду обращать на интерпретацию программы. Все-таки девушки более взрослые, уже появляется какая-то осознанность в катании. Гнаться за прыжками
и только за ними нет, как мне кажется, никакого смысла, потому что мне кажется, что очень часто, как показывает практика, вторая оценка становится, ну, чуть ли не решающей в выставлении Внимание, суммы трансляции. баллов. Осталась 1 минута. Благодарим генерального партнера Федерации фигурного катания на коньках, компанию «Осей» за поддержку и вклад в развитие фигурного катания в столице. Так что те программы, которые мы будем с вами видеть, будем оценивать еще и с точки зрения ее компонентности, передачи образов, потому что каждый раз, когда из сезона в сезон переписывается коммюнике ISU, на которые обращают внимание и по которому ориентируются и наши спортсмены в том числе, указывается, что программа в первую очередь оценивается за счет ее музыкальности, точной передачи образов и ее интерпретации. Так что все это не просто так, как вы понимаете. Но у нас подошла к концу очередная 6-минутка. И на льду остается Анастасия Шарошкина, тренирующаяся под руководством Антона Шибнева. У нее музыка из фильма «Обливион».
программа, вот сразу хочется отметить именно ее. Я говорила о том, что более пристально будем следить именно за музыкальностью постановок. И вот здесь, мне кажется, мы ее у Анастасии увидели. Спасибо ей большое за это. Но, опять же, важно отметить, что вот сейчас спортсменку выводила Полина Коробейникова. Она сотрудничает с Антоном Шибневым, они вместе тренируют. Ну вот Антон в прошлом танцор. И как бы видно, кто отвечает за технику, а кто за катание. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг, да, ни того, ни другого. Просто круто, что в штабе есть человек, который умеет прям профессионально владеть коньком, и на этом собаку съел. 164,73 балла. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Варвара Кравчина, шор имени Жука. Варвара Кравчина выступает следом, ученица Сергея Давыдова, вообще девушки, которые тренируются под руководством именно этого специалиста, сегодня уже своего наставника порадовали. Ну, посмотрим, как с этой задачей справится Варвара Кравчина.
знаете, на что обратил внимание? Вот мы сидим непосредственно рядом со льдом, и эта композиция Цубоса играла довольно тихо, но при этом создавалась какая-то магическая атмосфера, что ли, что вот одна прекрасная спортсменка на льду так бесшумно вообще, беззвучно катаясь, исполняя все свои элементы, провела вместе с нами такую некую сессию гипноза, расслабления, не знаю даже, как это назвать, прям заколдовала, очаровала своим катанием. И прыжочки получались, и очень красивые позиции во вращениях были. Так что спасибо большое Варваре за это выступление. Очень часто спортсмены обращаются к музыке Эйца Босса, и мне кажется, что всегда она принимается на ура, потому что есть как динамичные, такие воинственные произведения, так и прям классика-классика, которую мы сегодня, например, услышали. Показывают нам сейчас повторы, к сожалению, находят судьи недокрут на первом каскаде, тройной луц, тройной тулуп, и ставят местное ребро на тройном флипе. Варвара Кравчина по сути двух программ набирает 161,1 балла. На данный момент занимает второе место. Второе место на Исполнение текущий производной момент программы у Варвары Кравчиной. Майя Корякова, шоу имени Жука. Майя Корякова выходит следом, ученица Екатерины Моисеевой. Шор имени Жука.
выступление Майи Коряковой, но молодец, что боролась, причем на протяжении всего проката. Особенно порадовала вторая половина, знаете, когда после вот этой медленной части Майя, так грамотно распределив все свои остатки сил, выдохнула и поехала дальше на усиление, на ускорение. Да, не получился в концовке самый тройной луц. Была бабочка, в 2 оборота он был исполнен, но все остальное, каскад 3-3, тройной ридбергер, двойной аксель, двойной тулуп, ну все без каких-либо ошибок, недокрутов, по крайней мере, пока судьи этого не видят. И вообще прокат получился чистым, да, может быть, пока набор этой программы не самый сильный в плане начинки, в плане контента, но, с другой стороны, все то, что от самой фигуристки зависело, она сделала. Все вращения на 4-й уровень. Интересное настроение постановки, да, что-то вот в таком характере племени майя было исполнено. Майя Корякова за 2 программы набирает 164,64 балла. На данный момент это второе место. 164,64. Вот такая красивая оценка у Майи Коряковой. И пока что вторая строчка. Ну а сейчас на лед выходит Яна Иванова, ученица Алексея Василевского, и представит нам танго. Тюремное танго.
Интересная интерпретация тюремного танго от Яны Ивановой. Другое дело, что вот в середине программы, которая, собственно, и делила первую часть со второй между собой, был речитатив. И мне бы, наверное, хотелось, чтобы вот эта текстовая версия из произведения была как-то поинтереснее обыграна, что ли. Потому что там много текста, который можно разложить на очень интересные движения, даже исходя из самого текста и того, что произносит исполнительница. Понятное дело, что, наверное, это такой больше момент для самой спортсменки и помощь чуть передохнуть, перевести дыхание и поехать дальше. Но если вы уж замахиваетесь на такую композицию, то хотелось бы раскрыть, точнее видеть раскрытие ее потенциала на 100%. А так, спортсменка классная, ехала на очень большой скорости, что немаловажно, потому что музыка того требует. Она постоянно подгоняет, постоянно ускоряется сама по себе. И если это оказывает такой положительный эффект на саму фигуристку, это очень-очень хорошо. Приходилось немножко бороться с прыжочками, иногда на прямую ногу приземлялась, но все равно без падений. Весь свой контент в целом она исполнила прилично. Яна Иванова по сумме программы набирает 164,38 балла. На данный момент это третье место. Третье место на текущий момент и заключительный старт Исполнение достался Марии производителя Галушкиной. приглашается Мария Галушкина. Московская академия фигурного катания на коньках.
обидно, честно говоря. Очень неплохо ехал на протяжении всей программы. Да, было падение в самом начале с тройного Сальхова. Но вот этот финальный аккорд в виде еще одной грубой ошибки на тройном Луце. Жаль. И мне кажется, что в какой-то момент сама спортсменка в себя уже веру потеряла и просто продолжила кататься, знаете, даже докатывать свою программу. Нельзя так. Обидно. Хочется, чтобы все-таки вот этот спортивный характер, он проявлялся до последнего, до победного. И Марии Галушкиной я этого искренне желаю, потому что тоже эту спортсменку знаю довольно-таки давно. Следила за тем, как она росла, развивалась. Девушка талантливая, осталось к этому таланту добавить, наверное, чуть большей, кто знает, физической готовности, да, будем списывать это на вот этот фактор. И тогда все будет отлично. А так, кроме вот этих двух падений, в целом судьи не находят к чему придраться, все в плюсовой зоне. Недокрутов тоже нет, неправильных, неясных ребер в том числе. Это важно. На разминку приглашается Тем временем у нас следующая разминка уже на льду, а мы ждем оценок Марии Галушкиной. Мария Галушкина, особенно в программе набирает 165,47 балла. На данный момент это 4-е место. Анастасия Шарошкина, Майя Корякова и Яна Иванова. Именно так выглядит топ-3 по На итогу разминке находится очередной разминки. Алиса Крылова, Мария Ковчегникова, Виктория Михайлова, Екатерина Титова, Варвара Плоектова. Только что озвучили нам, кто находится в следующей разминке. Давайте о каждой из девушек чуть подробнее поговорим. Алиса Карнаухова будет открывать эту группу. У нее в заявке тройной Сальхов, затем тройной Луц, тройной Флип, тройной Ридбергер и все каскады уже во второй половине, причем не просто во второй половине, а уже даже под самый ее конец. Тройной Луц, двойной Аксель, двойной Ридбергер и тройной Флип, двойной Тулуп. И каскад, двойной Аксель, тройной Тулуп. Мария Копичникова, ученица Жанны Громовой, начнет свою программу с тройного Луца, двойного Тулупа. И уже также во второй части программы нас ждет каскад 3-3, Луц, Тулуп и Флип, двойной Аксель, двойной Аксель. У Виктории Михайловой, которая тренируется под руководством Виктории Буцаевой, тройной Луц, двойной Тулуп, двойной Ридбергер, связка, которая откроет ее произвольную программу. И во второй половине уже тройной Луц, тройной Ридбергер, тройной Флип, двойной Тулуп и тройной Флип в сольном исполнении. Следом за ней выйдет Екатерина Титова, ученица Екатерины Моисеевой, и попытается исполнить четверной Тулуп, двойной Аксель. Вот такой нетипичный каскад, связка. Затем тройной Луц, тройной Тулуп, двойной Тулуп и тройной Ридбергер, тройной Сальхов, тройной Луц, двойной Аксель, двойной Тулуп в каскаде уже уйдут во вторую половину программы. То есть тут ставка делается на элемент ультра-си, сложную связку из 3 прыжковых элементов, но пока не решаются отправлять их во вторую половину. Но все-таки действительно
очень энергозатратный контент в самом начале программы. Ну и у Варвары Полуэктовой, ученицы Марии Сурвиловой, которая будет кататься а точнее в образе Кармен, тройной флип, тройной лутс, затем двойной аксель, тройной тулуп, и во второй половине тройной лутс, двойной аксель, двойной ридбергер, двойной тулуп и тройной сальхо. Очень разнообразная заявка. Спасибо девушкам за это. Думаю, что касается постановок, нас тоже ждет россыпь интересных и композиций, и образов, которые, я надеюсь, девушки постараются с точностью передать. Вот, например, ученица Виктория Буцаева и Виктория Михайлова выйдет в образе Ромео и Джульетты под композицию из Ромео и Джульетты. В образе Ромео выходить пока рано, да и не надо. А вот у Екатерины Титовой совсем другая эмоция, другое настроение. Can't Be Love, 50 Shades of Black, в общем, такая роковая, драматичная история. Про Варвару Полуэктову я уже сказала. Ну, в общем, будет интересно. Минута остается до конца очередной разминки. Финал Кубка Москвы продолжается. Можно сказать, что мы уже практически на финишной прямой, но все. Смотрим, за всем следим. Еще раз повторяю, да, появилась новость о том, что Международный Олимпийский комитет снял, ну, пока вставляем в эту приставку якобы все ограничения на участие юниоров из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Если это действительно так, мы все безумно рады и счастливы, но очень хочется сперва, наверное, в этом удостовериться, а для того, чтобы это сделать, нужно оказаться на международных соревнованиях. И дай бог, потому что очень много талантливых спортсменов, спортсменок, которых мы здесь видим, вообще по ходу сезона и на этапах серии Гран-при в России. Внимание, разминка окончена. Просьба покинуть лед. Будем ждать вести. Разминка подошла к концу, на льду остается Алиса Карнаухова, которая тренируется у Юлии Лебедевой. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Алиса Карнаухова, Московская академия фигурного катания на коньках.
неплохое выступление от Алисы Карнауховой. Особенно, конечно, ну, лично мне запоминаются такие моменты, когда спортсменка выезжает в прыжок и сразу же входит в следующий элемент. В данном случае это было вращение. Вообще вы можете себе представить, насколько это сложно, когда ты делаешь два прыжка, то есть каскад 3-2, и потом сразу же можешь свой вестибулярный аппарат привести в форму и с качалки войти в следующий элемент, который вообще в другой плоскости исполняется. Это классный навык. Спасибо Алисе и ее тренерскому штабу, что пытаются как-то усложнить свои постановки, да, то есть если не пока что контентом, то вот за счет таких фишек это подкупает. Но вообще все грамотно очень расставлено в произвольной программе, все сольные прыжки были отданы на откуп в первой половине, а сложные каскады ушли во вторую часть. Двойной аксель, тройной тулуп, к сожалению, судьи ставят Q, недокрут на тройном прыжке. И вот, наверное, такая самая грубая ошибка — это одинарный флип вместо тройного, получилась бабочка. Базовая стоимость одинарного вообще 50 сотых, и еще и минус 13 сотых она получает, то есть, по сути, не было элемента, считайте, вообще. Можно было его так мимо проехать, не потратив силы, которые даже в одинарный вкладываются столько же, сколько и в тройной, и поехать дальше. Ну, это, конечно, так, лирика. В общем, если бы не эта ошибка досадная, то в целом прокат бы получился отличным. Интересная композиция. Я лично ее до выступления Алисы на ледовых аренах не слышала. Вот, посмотрим, что сейчас поставят судьи. Алиса Карнаухова. Поскольку программа набирается отлично, за 35 балла. На данный момент это 6-е место. Шестое место на текущий момент занимает Алиса Карнаухова, а мы движемся дальше, потому что на льду уже Мария Копичникова, ученица Жанны Громовой, которая катается под вокал Патрисии Каас.
К сожалению, вокала Патрисии Каас мы не услышали, но зато увидели очень достойное катание от Марии Копичниковой, которая вот сразу это отмечаю для себя, улыбалась, когда выступала и проезжала мимо нас, мимо просмотровой зоны, где сидят судьи, и я в том числе. И так приятно видеть человека, который наслаждается своим катанием и тем, что он делает на льду. Очень красивые выезды, все доделано, додержано, половина прыжков с руками наверх. Вот сейчас нам повторяют выезд с выкрюком из прыжка. Вот этот Ридбергер с многооборотной тройки, многократной точнее, боюсь, может уйти на пересмотр. Да, так и есть. Тройной Ридбергер ставит галочку, тройной луц, тройной тулуп, ребро, тройной луц, двойной тулуп тоже, к сожалению, находит неясное ребро. То есть это даже не пересмотр, это уже совершенно точно. Жаль, да, конечно, но с другой стороны, вот это послевкусие и целостность постановки, она была. Я думаю, что для вас тоже. Небольшой недокрутик, разве что. Уже появляется Q на тройном флипе, двойном акселе, двойном тулупе на секвенции. Пока не совсем понятно, на чем недокрут, но я думаю, что, конечно, на первом тройном прыжке, за редким исключением, недокрученные элементы прыжковых в 2,5 оборота, такое бывает только, наверное, в парном катании, и то на втором прыжковом элементе в 2,5. Мария Копичникова особенно программно доверяет 161,2 балла. На данный момент это 5-е место. 5-е место у Марии, ну а мы движемся дальше. Виктория Михайлова, Московская академия фигурного катания на коньках. Виктория Михайлова на льду, тренируется у Виктории Буцаевой, а выводит ее Женя Власов сегодня, если я не ошибаюсь, вот так вот смотря туда, через другой конец арены.
подустала, видимо, уже в самом конце потеряла равновесие. А так, в целом, Виктория Михайлова умница. Умница. И каскад Луц Ридбергер во второй половине программы. Интересно даже, найдут сейчас судьи, к чему придраться или нет. Потому что, как мне показалось, он был докрученным. Но это такой опасный каскад именно вот на предмет пересмотра. Очень часто его пересматривают по нескольку раз, в замедленном повторе, потому что трудно докручивать Ридбергер после Луца. Но в целом очень приятное впечатление оставляет эта спортсменка. Очень скоростное катание, сложные прыжковые элементы. Ну, вот сейчас ставит ребро на первом прыжке. На каскаде тройной Луц, двойной тулуп, двойной Ридбергер. На Луце ребро, на том же прыжке, но уже во второй половине программы, как раз-таки на каскаде, о котором мы уже много слов сказали, Луц Ридбергер. И, к сожалению, небольшой недокрутик на Ридбергере все же находит, как и на сольном тройном флиппе. Жаль. Ну вот, к сожалению, на первый взгляд чистый контент, чисто исполненный прыжковый контент, это еще не показатель того, что твоя оценка, именно базовая стоимость тех элементов, не упадет спустя несколько минут, потому что судьи, конечно, очень пристально за этим следят. Ну, правильно делают. С другой стороны, когда как не на таком уровне, еще не взрослом, тем более не на международных стартах, учиться вычищать все свои ошибки для того, чтобы впоследствии их не повторять. Но вообще все девчонки сегодня большие, молодцы. Очень приятно смотреть, нравится, что есть такое разнообразие, может быть, не в музыкальных композициях, но в тех образах и том прочтении, которое они показывают. Это важно. Виктория Михайлова. По сумме программы набирается 4,9 балла. На данный момент это 5-е место. 5-е место у Виктории Для исполнения Михайловой. произвольной программы приглашается Екатерина Титова, шорт и мини-шуга. Две участницы еще в этой разминке, и на очереди прокат Екатерины Титовой, которая тренируется у Екатерины Моисеевой и заявляет четверной тулуп, двойной аксель. Посмотрим, справится ли она со своей произвольной программой.
Ну, жаль, что мы не увидели, конечно, элементы ультра-си, но было понятно, что это не какая-то случайность, что вместо четверного был исполнен лишь 3 оборота тулуп. Понятное дело, что вот приняли такое решение, я думаю, коллективное, для того, чтобы чисто откатать свою произвольную программу. И в целом Катя с этим отлично справилась. Очень легкое такое воздушное катание. За бортиком видела Максима Завозина. Явно работает с ними в качестве хореографа. Возможно, даже хореограф-постановщика. К сожалению, такой информации у меня нет. Но программа мне понравилась. Такое уже не детское катание. Я продемонстрировала Екатерина. Прям так вдумчиво. Все в акценты, в музыку. Класс. Приятно было смотреть. Прям хотелось какие-то фишечки разглядывать, рассматривать. Молодцы. Пока все в плюсовой зоне, ни одного недокрута и неясного ребра. Спасибо Екатерине и ее тренерам за это, потому что мы сегодня на протяжении целого эфира боремся. Боремся с этим. Ну вот сейчас находят судьи все-таки недокрут. Причем на секвенции тройной луц, двойной аксель, и именно на двойном акселе ставят кью. Вот вам, пожалуйста. Пришла беда, откуда не ждали вообще. Ну, на фоне уже такой видимой усталости, судя по всему. Вряд ли мы говорим о том, что человек на тренировках не докручивает аксель 2,5, если хочет уже делать четверные прыжки. Екатерина Титова по собственному программу набирает 170,80 балла. На данный момент это первое место. Вот, пожалуйста, без четверных прыжков 173,8, и это первая строчка на текущий момент. Заключительный стартовый у Варвары Полуэктовой, ученицы Марии Сурвиловой. Также не заявляет пока элементов ультра-си, делают ставку на чистое исполнение произвольной, чего мы Варваре и пожелаем. On garde à
Очень достойное и яркое завершение очередной разминки от Варвары Полуэктовой. Мне понравилось выступление Варвары. Оно было в характере, в образе. Девушка постоянно улыбалась, располагала к себе на протяжении всего проката, при том, что темпоритм музыки увеличивался постоянно, но она его подхватывала и не забывала при этом делать элементы. На тройном флипе в самом начале ставится ребро судьями, неясное. На тройном ридбергере недокрут, уже который во второй половине программы. Пока все остальное в полном порядке. Вот сейчас нам показывают повтор вращения. Вот Бильман бы еще чуть-чуть бы подержать, чуть выше ножку, для того, чтобы не смещаться по оси, потому что за это минусы тоже выставляются. Ну и вот сейчас галочку ставят на секвенции тройной луц, двойной аксель, двойной ридбергер. К сожалению, находят судьи небольшой, но не докрут. У нас остается всего 2 разминки до окончания произвольной программы в этом разряде. Варвара Полуэктова по собственному программу набирает 168,53 балла. На данный момент это второе место. Второе место на текущий момент. Еще раз повторюсь, у нас 2 сильнейших разминки впереди, все самое интересное. Так что через 15 минут возвращаемся в эфир.
Две сильнейших разминки в финале Кубка Москвы. Мы продолжаем наблюдать за происходящим в Ледовом дворце «Мечта». Меня зовут Лина Федорова, и вместе с вами мы будем досматривать этот финал Кубка Москвы. Находимся здесь на протяжении целого дня. Было интересно, несмотря на то, что некоторые девушки, которые выступали не так убедительно в короткой, как произвольные, сегодня исполняли элементы ультра-си. Но впереди еще много квадов, и эта разминка не исключение. Откроет очередную группу участниц Алена Дронова, которая тренируется под руководством Славки Федченко. У нее четверных прыжков в заявке нет. Тройной лук, двойной тулуп, тройной ридбергер, двойной тулуп, тройной флип, затем тройной тулуп в сольном исполнении, и уже во второй части программы тройной лук, двойной аксель. У Валерии Лукашовой, как раз таки ученицы Светланы Соколовской, заявлен аксель 3,5 оборота в самом начале программы. Во второй половине тройной лук, тройной тулуп, тройной флип, двойной тулуп и так далее. У Марины Сарычевой, ученицы Виктории Гуцаевой, в заявке четверной сальхов, затем тройной луц, тройной флип, двойной тулуп, тройной сальхов и каскады 3-3 уже во второй части программы. У Камилы Назиповой, ученицы Артема Пунина, квадов нет, в заявке двойной аксель. Первым элементом, я думаю, что с прицелом на 3,5. Затем тройной флип, каскад тройной ридбергер, двойной тулуп. И во второй части программы 3-3, луц-тулуп, тройной луц, двойной аксель, двойной тулуп следом. И закрывает эту разминку воспитанница Сергея Давыдова Анастасия Уткина. У нее 2 четверных прыжка, по крайней мере, согласно той заявке, которая у меня прямо сейчас перед глазами. Четверной тулуп, двойной тулуп в каскаде и четверной тулуп в сольном исполнении, плюс ко всему все сложные каскады 3-3 во вторую часть произвольной программы. Девушки носятся с какими-то сумасшедшими скоростями вообще по льду. И, честно говоря, я вижу квадов больше, чем то количество, которое есть в заявленном контенте. Это означает, что кто-то может пойти и на риск. Насколько он будет оправдан, скоро узнаем. Внимание, на разминке осталась 1 минута. Тем более, что остается 1 минута до окончания очередной разминки. Ну, а в разминке сильнейших у нас там и Софья Дзепка, я напоминаю, что именно она лидер по итогам короткой программы, Софья Сарновская на втором месте, и на третьем месте пока лидер Плескачева. Лауреат генерального партнера Федерации фигурного катания на льдах компания «Россия». За поддержку и вклад в развитие фигурного катания в столице. Разминка окончена, просьба покинуть ряд. Очередная разминка подошла к концу. На льду остается Алена Дронова, которая представит свою произвольную программу под музыку из фильма «Пятый элемент». Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Алена Дронова. «Триумф».
одна из самых узнаваемых, мне кажется, частей в музыкальном сопровождении «Пятого элемента» прозвучала во второй половине программы, дав такое усиление, да, эффекта восприятия этой произвольной. Ну, не знаю, насколько удалось самой спортсменке как бы добрать эту необходимую, как по мне, скорость во второй части программы, но в целом прокат Алены Дроновой можно считать успешным. Интересная задумка. Вот она в самом начале должна была делать каскад тройной луц, двойной тулуп, но поменяла этот каскад местами с тем же самым элементом, но шестым по счету. То есть вместо тройного луца, двойного тулупа была секвенция из тройного луца и двух акселей в 2,5 оборота, а уже во второй части программы каскад 3-2 луц тулуп. Наверное, такая установка дана, что если чувствую, что хорошо получился первый прыжок, в самом начале программы добавляй более сложные прыжки к нему. Если нет, то тогда оставляем облегченный вариант в каскаде с двойным. Сегодня все получилось. Единственное, что на пересмотр отправлен тройной флип на предмет неясного ребра. А так, все остальное пока в плюсовой зоне. «Пятый элемент» очень популярная композиция в кругах фигуристов. В этом сезоне, например, вот Михаил Шайдоров катается под эту музыку, да, может быть, немножко в другой интерпретации, еще и с вокалом Димаша Кудайбергена, но вариаций там много, благо. Алена Дронова поступила в программу номер 179,4 балла. На данный момент это первое место. Первое место занимает Алена Дронова на текущий момент, с чем мы ее поздравляем. Ну и будем надеяться, что так по восходящей и движемся дальше сегодня. Валерия Лукашова, представительница группы Светланы Соколовской, катается под болеро Мариса Равеля.
Ох, какая концовка красивая у этой программы. Прям в такой низкий слайдинг ушла Валерия Лукашова. В целом, очень интересная компоновка музыкального сопровождения. Мне понравилось. Я такого еще от Болеро не слышала. Как правило, все берут ее классическую версию. И, наверное, тоже не ошибаются, потому что это такая нестареющая классика уже, к которой все привыкли, которую все любят. И очень часто, конечно, именно на такие ключевые сезоны больших спортсменов приходится такая музыка. Вот. Но что касается выступления Валерии, очень жаль, что не получился аксель в 3,5 оборота. Так здорово она его сделала на 6-минутной разминке. Прям с большой скоростью, пролетный, красивый, с длинным долгим выездом. Но, видимо, вот этот чрезмерный настрой и такой прям натянутый нерв этого прыжка не позволяет пока использовать весь свой потенциал и спокойно в него входить. Ставят еще и Q судьи на каскаде 3.2 Flip to Loop, к сожалению, который, по идее, стоит у нас во второй половине программы, то есть получает дополнительные оценки, бонусы. Вот. Недокрут на тройном флипе все-таки был. А так, мне кажется, все остальное вопросов вызвать не должно. В первой половине отпрыгала все свои сольные прыжки. Сальхов, Луц, Ридбергер. И дальше уже поехала делать каскады. Чуть-чуть смазала выезд на тройном Ридбергере, двойном акселе. Уже как будто вот усталость сильно накрыла, что аж корпус начал падать. Знаете, когда уже такая бесконтрольная история начинается, и то, что, может быть, не до конца и не очень хорошо, до автоматизма не доведено, начинает вылезать. Но в целом очень приятное впечатление оставляет Валерия. А мы движемся дальше. На льду Марина Сарычева, ученица Виктории Буцаевой, которую выводит вновь Евгений Власов. Для исполнения произвольной программы на нем приглашается Марина Сарычева, Московская академия фигурного катания на коньках.
доносится молодец, и это действительно так, потому что если бы не падение с четверного тулупа, то все остальное абсолютно точно было исполнено очень и очень хорошо. Отличные надбавки получает Марина за все прыжковые элементы, и это заслуженно. Очень красивые прыжки, такие длинные, пролетные, красивое положение в воздухе. Это тоже большая редкость и большое умение. Научиться не просто прыгать, а научиться делать это красиво. Ну вот Марина Сарычева этим навыком овладела. И причем, что интересно, изначально в заявке был четверной Сальхов. В итоге они поменяли его на четверной тулуп. Но, к сожалению, эта тактика оказалась в данном случае ошибочной. Но, честно, вот никак это не смазало впечатление. Вот вообще. Да, в самом начале программы случилось это падение, но потом как будто все о нем забыли, потому что Марина тут же собралась на все остальные прыжки. Тройной Ридбергер, тройной флип, двойной тулуп. Во второй части программы тройной лут, тройной тулуп. И все на большой скорости. Очень красиво. Но единственное, что, судя вот как раз-таки на таком прыжке, как лут, находит неясное ребро, причем в обоих случаях. Что в каскаде 3-3, что в секвенции с двумя акселями в 2,5 оборота. Мне кажется, эту девушку я видела на битве школ в том числе. Думаю, стоит обратить внимание на эту спортсменку чуть больше. Скорее всего, скоро там будут квады, и не только они, но еще и аксель в 3,5 оборота. Очень высокие пролетные прыжки. Есть там задел на элементы Ультра Си, причем хорошие. Марина Сарычева поступила в программу вероятности 91,41 высоту балла. На данный момент это первое место. 191,41. Это текущий лидер наших соревнований. Ну а впереди выступление Камилы Назиповой, которая теперь тренируется у Артема Пунина. Раньше она была в штабе Александра Волкова. Я это прекрасно помню, потому что с этой девушкой мы тоже чуть-чуть работали. Пока без элементов Ультра Си, но очень интересно, что удалось приобрести в новом штабе Камиле.
всех смыслах прокат получился и по, я думаю, физической составляющей как для самой Камилы, так и по визуальному восприятию для всех нас. Тут, конечно, 3 падения в самом конце программы, на самых дорогих причем элементах. И если они там стоят, значит это получается в тренировочном процессе. Но вот, к сожалению, сегодня не тот день для того, чтобы порадоваться чистому исполнению своих прыжков. Но в любом случае, то, что Камила в одной из сильнейших разминок находится, это что-то да значит. Так что ни в коем случае не расстраиваться, просто сделать выводы, отработать все свои элементы. Все будет нормально. К сожалению, вот тот тройной лут, с которого случилось второе падение, ушло на повтор. Тройной ридбергер, двойной тул, каскад. Ридбергер был не докручен, и на тройном флипе в самом начале программы находит неясное ребро. Да, оценки, конечно, сейчас будут не лучшими для Камилы Назиповой. Ну, просто сделать выводы. Ни в коем случае не спать голову пеплом. Все нормально. И такое должно быть в карьере любого спортсмена. Чтобы потом эти трудности преодолев, выходить уже с совершенно другим настроем. И, наверное, это самое главное. Главное — настрой. И вера в то, что ты все можешь. Камила Назипова. По сути, программа набирает 49,94 балла. На данный момент это 14 место. Ну, оценки Для вы исполнения видите проекта сами. программы приглашается Анастасия Уткина. Анастасия Уткина — заключительный стартовый номер этой группы. Сергей Давыдов тренирует эту фигуристку. И в заявке 2 четверных прыжка. Оба тулупы.
круто, очень здорово. Настя молодец большая, но я думаю, что многие из вас уже эту спортсменку, точнее, об этой спортсменке знают не понаслышке. Выиграла она и финал памяти Горшкова, и очень большое количество других соревнований. Сильная фигуристка. Вообще меня поразило то, что четверные прыжки были исполнены с внутренней тройки. Я давно не видела, чтобы тулуп прыгался так. Это был первый четверной, который вообще внезапно как будто возник из ниоткуда. И вот второй с внутренней тройки, то есть только за счет техничности исполнения этого элемента ногами, потому что очень трудно остановить там плечи. Тебя ведет за счет левой свободной ноги, которая находится в воздухе. И это настолько тонкая работа, чтобы себя так быстро поймать, подтянуть туда в воздух, и еще и 4 оборота скрутить, и также разгруппироваться. Интересно. И все остальное тоже, знаете, вообще как будто по умолчанию уже выполнялось чистейшим образом. Спорят о чем-то очень оживленные судьи, сидят они прямо рядом с комментаторской позицией, но я, честно говоря, пока не вижу никаких ни недокрутов, ничего. Очень серьезные надбавки получает Анастасия за свои четверные прыжки. Каскад, базовая стоимость которого 10,80, получает аж плюс 2,20. Четверной тулуп в сольном исполнении получает 2,50 надбавками. То есть из 10,80 получается 13,2, из 9,50 получается 12,3. Сумасшедшие баллы. Очень здорово. Очень. Разрешена разминка четвертой группе участников. Четвертая группа участниц, заключительная, сильнейшая, уже на льду. Ну а мы сперва дождемся оценок Анастасии Уткиной. Анастасия Уткина поступила в программу КР 209,99 балла. На данный момент это первое место. Да, абсолютно заслуженные баллы. Наконец-то первая отметка в 200, даже за 200. Поздравляем На разминке Анастасию. находится Диана Ментова, Валерия Ильичева, Лилия Москвичева, София Сарновская, София Церка. Ну что же, все вышеперечисленные прекрасные спортсменки уже на льду. Открывать эту разминку будет ученица Светлана Соколовская, Диана Мильто. У нее в заявке четверной Сальхов. У Валерии Литвинчевой, ученицы Анастасии Семиной, четверных прыжков пока нет. Ну, о полном контенте каждой из спортсменок поговорим чуть позже. Следом выступит Лидия Плескачева, воспитанница Светланы Пановой. У нее из элементов интерси тройной аксель. У Софии Сарновской четверной Сальхов в самом начале программы. И София Цепка, ученица Екатерины Моисеевой, которая идет в лидерах по итогам короткой программы, не рискует заявлять элемент ультраси, по крайней мере, на бумаге, но есть тут у нас небольшие инсайды. Возможно, мы увидим тройной аксель, может быть, даже не один. Это все будет решаться по ходу 6-минутной разминки. Вот вам, пожалуйста. Что до Дианы Мильто, она катается под «Белый ворон». Я думаю, что эта композиция в своем дополнительном представлении уже точно не нуждается. Сколько мы этом сезоне на нее катались, конечно, программы Ишкалиды, да, сразу нам с вами на ум приходит. Очень красивая классическая композиция, не менее красивое платье, кстати, у Дианы сейчас. Вот я прям вижу всю эту россыпь камней. Здорово. Валерия Литвинчева по контенту тройной флип, тройной ридбергер, тройной сальхов, двойной тулуп, во второй части 3-3 лутс тулуп, тройной флип, двойной аксель, двойной ридбергер и тройной лутс. У Лидии Плескачевой, воспитанницы Светланы Пановой, которая будет кататься по композиции группы Квин, тройной аксель, тройной сальхов, тройной ридбергер, затем тройной флип, двойной тулуп,
тройной лут, тройной тулуп во второй части программы. И вот эта секвенция лут, двойной аксель уже ближе к концу. Софья Сарновская, четверной сальхо в самом начале программы, затем два тройных акселя, тройной аксель, двойной тулуп, тройной аксель в сольном исполнении, тройной ридбергер, тройной лут, тройной тулуп во второй части программы, секвенция флип аксель, аксель и затем тройной лут. Ну вот пока, наверное, если так смотреть, это самый потенциально сложный контент, в случае чистого исполнения которого это, я думаю, гарантирует первое место Софии. Я напомню, что она идет на второй строчке после короткой программы. Ну и у Софии Цепки пока под вопросом, будут ли элементы ультрасил, узнаем во время проката. Придется чуть подождать. А так, пока двойной аксель в самом начале, затем тройной сальхов, тройной флип, тройной тулуп, тройной флип в сольном исполнении, каскад лут, тулуп 3-3 во второй половине, секвенция лут, аксель, аксель и тройной ридбергер. Внимание, до конца разминки осталась 1 минута. Минута остается до окончания заключительной разминки на сегодня. Россыпь элементов ультрасилия прямо сейчас. Так что приготовьтесь, друзья, применить к экранам своих, я не знаю, гаджетов, мониторов и смотреть все вместе с нами, потому что я думаю, что тут борьба будет очень и очень серьезная. София Цепка разминает четверной сальхов, кстати говоря. Что тоже очень интересно. Внимание, разминка окончена, просьба покинуть лед. Для исполнения. Для исполнения произвольной программы приглашается Диана Мильто, Московская академия фигурного катания на коньках. Диана Мильто на льду, ученица Светланы Соколовской. Желаю этой спортсменке успехов.
молодец. Очень проникновенным получилось выступление, и прям весь зал, знаете, молчал и только смотрел на происходящее на льду. Смогла все-таки Диана увлечь своим катанием зрителей, а в том числе это приятно. Это здорово, когда ты видишь, как вот эти еще по сути дети так быстро растут, меняются, и вообще в катании появляется какая-то осознанность, понимание того, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Класс. Очень хорошая программа, именно сама постановка как таковая. Мне кажется, что она максимально на спортсменку поставлена. Все очень удобно, очень логично и не мешает исполнению сложных прыжковых элементов. В заявке был только один четверной, и как здорово его Диана исполнила еще и в каскаде с двойным тулупом. Ну и, видимо, установка такая, что если один хорошо получается, заходи на следующий. Ну вот, к сожалению, второй четверной прыжок не получился. Упала Диана с него. Может быть, даже небольшой недокрут поставят, хотя ставят недокрут на первом четверном сальтове. Кью. Вот так даже. Не знаю, мне так не показалось. А на втором прыжковом четверном элементе галочка. Вот это уже больше похоже на мою правду, которую я увидела по ходу проката. Диана Викторова. Затем программа набирает 201,73 балла. На данный момент это второе место. Ну вот, пожалуйста, Анастасия Уткина у нас по-прежнему на первом месте, причем с очень приличным отрывом в 8 с лишним баллов. Для Интересно. исполнения произвольной программы на лед приглашается Валерия Литвинчева с шоу имени Жука. Валерия Литвинчева уже на льду, ученица Анастасии Семиной. Посмотрим, как эта спортсменка справится со своей произвольной программой. Настроена очень серьезно.
аплодируют и тренеры, и мы понимаем, что это был очень достойный прокат в исполнении Валерии. Я вообще, знаете, вспомнила такую интересную деталь. Точнее, начну не с этого. Обратил внимание, что очень музыкально Валерия двигается по ходу своей программы и вообще многое может делать в плане связующих шагов, каких-то растанцовок, чего здесь, кстати, не так много было. Потом вспомнила, что было время, когда я приходила к Анастасии Семиной вести танцы на полу к ее группе, и уже тогда обратила внимание как раз-таки на Леру, потому что она очень музыкально двигалась и быстро схватывала все те движения, которые я показывала. Здорово, что я ни в коем случае не говорю, что это мой вклад какой-то, нет, занятий было не так много, просто сам факт, что человек очень музыкальный и слушает и слышит музыку хорошо. И это может продемонстрировать на льду. Класс. Молодец. Все в плюсовой зоне. По крайней мере, пока нет каких-то явных недокрутов. Наверное, первая такая чистая распечатка на сегодня, кстати говоря. Валерия Личева за две программы награды 199,3 балла. На данный момент это третье место. Очень довольна она, даже несмотря на то, что уже сейчас на третьей строчке, но хорошие баллы и только вперед дальше. Молодец. У нас остается топ-3, самое интересное. Лидия Трескачева, Московская академия фигурного катания на винтах. Лидия Плескачева занимает третье место по итогам короткой программы. И прямо сейчас в стенах Ледовой арены «Мечта» прозвучат композиции группы Queen.
Хорошая программа, и видно, что Лидии Плескачевой она тоже нравится. Подпевала на протяжении всего выступления, при том, что было оно довольно энергозатратным. 2 элемента Ультра Си в самом начале программы. Первый тройной аксель получился здорово. Затем, к сожалению, было падение. Но в целом спортсменка сильная. Кому я рассказываю, видели мы Лиду в этом сезоне и на турнире под названием «Сердце Сибири», да, это на G-Drive арене проводилось, в Омске, один из основополагающих турниров сейчас внутри страны. Выиграла его Лида, причем набрала там за 200 баллов, 203,34, обошла тогда Елену Костылеву, Агату Петрову, таким топ-3 там сложился. Ну и вот сегодня, по сути, борется тоже с сильнейшими девушками юниорской сборной. В самом начале, как я уже и сказала, тройной аксель был исполнен еще и в каскаде с двойным тулупом. Меня особенно порадовало, что, несмотря на вот эту неудачу на секвенции тройной лут, двойной аксель, которая получилась со степ-аутом из первого прыжка, Лида тут же сориентировалась и сделала эту секвенцию с тройным флипом, не потеряв и компенсировав себе ту разницу в баллах, которая могла бы быть. Это значит, что в тренировочном процессе отрабатываются все возможные варианты для того, чтобы ни одного балла ближайшим соперницам не отдать. Молодец. Ждем оценок. Лидия Плескачева за две программы набирает 196,78 балла. На данный момент это 4-е место. Ну вот, к сожалению, за пределами тройки оказывается по итогам произвольной программы Лидия Для Плескачева. исполнения произвольной программы Впереди еще приглашается 2 София выступления. Сарновская. И сейчас София Сарновская продемонстрирует нам свою произвольную программу. У нее в заявке четверной сальхов и 2 акселя в 3,5 оборота.
повышаются, конечно. Контент девчонок поражает все больше и больше. Отказались от четверного Сальхова все-таки в пользу двух тройных акселей, как будто этого было over достаточно для того, чтобы сегодня набирать хорошие баллы. Другое дело, что и это слышно, когда ты сидишь прям близко ко льду. Все приземления Софи с прыжков, я думаю, что это просто такая техника исполнения, уже к которой она привыкла, с таким довольно глухим приземлением, которое всегда заставляет Суни сомневаться в том, что прыжок докручен, и пересматривать его. То есть первым приходит на лед не зубец, как это обычно бывает, а пятка. Из-за этого такой глухой звук. Плюс ко всему это не очень хорошо для коленей, стоп, да, вообще для мышц, для корпуса. Это все очень сильно влияет, потому что отдает очень сильно в твое тело. Аккуратнее, главное без травм. И интересная техника исполнения акселя в 3,5 оборота, такая мужская, как ее привыкли называть. Софи прыгает его со стопора, что вот не в характере, не в природе девушек. Как правило, такие силовые прыжки, точнее такую силовую технику используют именно парни для многооборотных элементов. Пока не докрут только на секвенции тройной флип, двойной аксель. Галочку ставят на первом тройном прыжке, а так все остальное в плюсовой зоне. Очень интересная была позиция в затяжке во вращении с руками за спиной. Редко кто так делает. Это сложно, потому что ногу даже руками туда вытянуть сложно, а когда они еще и в неудобном положении находятся, это задача со звездочкой. София Сахновская поступит в программу ГД 207,57 балла. На данный момент это второй результат. Софья Сарновская уже в любом случае остается в тройке. Поздравляем ее с этим. И у нас остается заключительное выступление от Софии Дзепки, которая тренируется у Екатерины Моисеевой и катается под музыку Арама Хачатуряна из балета «Спартак».
Браво, браво, София. Это был потрясающий прокат произвольной программы. И, конечно, настолько все талантливо было исполнено. И дело тут вообще не только в элементах ультраси, и в прыжках. Просто все от начала и до конца. Такая целостная композиция и постановка, и как-то она ее так здорово чувствует и передает, и каждый акцент был исполнен. Вот в нем была сила, в нем была полнота, в нем была обдуманность, и все это вложено, и все это без каких-либо, знаете, усилий. То есть я не видела особой работы в этой произвольной программе. Оно как-то шло, и получалось. Да, был настрой особый на первые прыжковые элементы, но это был каскад 4.3, единственный за сегодня, и какой хороший, высоченный, докрученный, затем четверной Сальхов, ну и дальше все как по маслу шло. Очень хорошо проводит свой сезон София, сезон 25-26, победа на первенстве Москвы, на турнире памяти Сергея Гринькова, оба этапа юниорской серии Гран-при страны она выиграла. Еще успела выступить на Кубке Первого канала, который, кстати говоря, не так давно завершился, стал там бронзовым призером в составе команды Алены Косторной. Ну, я думаю, что сегодня совершенно ни у кого нет вопросов, кто же будет победителем финала Кубка Москвы. Да, ставят небольшой недокрут на четверном Сальхове, как будто было ожидаемо, но все остальное, каскад 4.3, надбавка, значит, базовая стоимость 13,7, прибавляют 3,80, что по сумме приносит ей за один каскад 17,5 баллов. Ну не круто ли? Молодцы, девочки, молодцы. Все вращения четвертого уровня. 225,3. Ну и вот, пожалуйста, вам оценки. 225,3. Поздравляем Софью, поздравляем Анастасию Уткину, которая стала серебряным призером, и Софию Сарновскую с бронзой. Спасибо большое всем за просмотр. С вами была Лина Федорова. Любите фигурное катание и смотрите его вместе с нами. До новых встреч, друзья. Всем пока. Помогает фигуристам Москвы покорять новые вершины. До новых встреч на льду. До свидания.